Угунь и тяфунь, дорогие завятки. Первое, что я хочу сказать, это видео будет отличаться по своим масштабам от других фитосянов по альтернативкам. Вы не представляете, какой титанический труд стоит за созданием этого обзора. Пока вы еще не слиняли, я очень редко этого прошу, но проявите максимальный актив на этом ролике. Заранее благодарю за каждый лайк и комментарий. Спасибуль, мой совуль. В чем же причина такого заявления? Ну, а дело все в тех версиях, о которых пойдет сегодня мой рассказ. Да, как вы уже поняли, у нас на обзоре поистине легендарное трио альтер-версий. Смотрите видео, и вы все поймете. Трио Дестрой. Полетели! Кто такие трио Дестрой? Трио уничтожения или демоническое трио – это союз из трех альтернативных демонических версий – Кримзии, Дискарии и Тенебрии. Кримзия – кровавая демоническая альтернативная Дария, олицетворение жестокости, садистка, каких еще поискать надо. Чувствует запах крови и плоти за километр. Атакует свирепо, без лишних церемоний, прислуживает Тенебрия. Дискария – демоническая альтернативная Дария порчи, олицетворение безумия, действует больше в крысу, чем напрямую. Главная цель – сбить тебя с толку и свести с ума, прислуживает Тенебрии. Тенебрия – глава демонического трио Дестрой, павшая альтернативная Дария, представляющая собой олицетворение тьмы. Она не справилась, в отличие от оригинальной Дарики, с кризисными моментами в жизни. Своим выпилом убила себя, а заодно и собственную совушку. Стала на сторону Тумольты. Автор версии мистер Маркус. Создал он их в июле 2022 года. На момент создания ролика мы поддерживали контакт и оба не спали ночами, переговариваясь, а что да как. Началось все с мысли, а что будет, если у Дарики будут свои три демона, как и у меня? Да, версии происходят изначально от аналогичных и схожих персонажей Маркуса. Кримзона, Искажения и Тьмы. А первые два демона основаны в свою очередь на так называемых злых биомах из игры Террария. Кримзон, он же Багрянец, и Искажение, он же Порча. Сначала он сделал Тенебрию, потому что она, как сказал автор, была проще. Потом Кримзию, а в конце Дискарию. Позже на его канал выходит клип с одной из песен Вокалоидов в его гачи-исполнении, где как раз впервые я и познакомилась с этими тремя альтернативками. Маркус даже не задумывал тогда полноценные альтернативы, у них даже не было имен. Но я быстренько перехватила инициативу. Хренак-хренак, и вот это уже не просто 3 стоп-кадра, а занесенные в лист альтер-версий Кримзия, Тенебрия и Дискария. Вот так с этого момента не только появились 3 альтер-версии, но и началась гонка по созданию альтернатив, которую позже подхватили и другие совята. Так что эти версии можно считать настоящими родоначальниками движухи с альтернативными версиями меня. Сами версии из трио словно тройняшки. Они как единая плоть-монолит. Все они связаны душами с друг другом. Говорить о них по отдельности будет весьма сложновато, но я постараюсь их разграничить. Кримзия – кровавый демон. Ее образ основан на багрянце,
Соответственно, и цвета преобладают красных оттенков. Она носит куртку с капюшоном, пояс, короткую юбку из плотной ткани, колготы и сапоги чуть ниже колен. Волосы почти до пояса. Один глаз прикрыт челкой с желтыми прядями. Открытый же светится. Правый глаз желтый, а левый красный. В бою активная и жестокая. На своего врага она обрушивает сотни атак, нашинковывая буквально фарш. Может наложить на противника Икхор или Икхор. Такая порошкообразная субстанция в колбах. Дает жертве галлюцинации, снижает все характеристики, защиту, вызывает слабость и боль в голове. У вас когда-нибудь сильно болела голова? Так вот, умножьте эту боль в 10 раз, и вы поймете, что это дамажит противника очень сильно в бою. Также она может использовать иллюзию. Будет казаться, что перед тобой настоящая Кримзия, но это лишь нематериальный образ, что собьет с толку у кого угодно, в то время как она может из-за спины подойти и поглотить жертву. Дискария, демон порчи. Ее образ уже основан на порче, поэтому и основные цвета – фиолетовые оттенки. Она носит куртку с капюшоном, пояс, короткую юбку из плотной ткани, колготы и сапоги чуть ниже колен. Волос почти до пояса. Один глаз прикрыт челкой с зелеными прядями. Открытый же светится. Правый глаз фиолетовый, а левый зеленый. В бою предпочитает действовать не напрямую. Тупо месить врага – это не в ее стиле. Она действует в крысу, дожидаясь, пока жертва ослабеет, а лишь потом уже выскочить и добить. Для этого она использует рывок, что дает ей мгновенную возможность догнать противника, ну или же уворачиваться от урона. На жертву она может наслать заразу, которая постепенно, ну или стремительно, все зависит от того, сколько в тебя попало этой гадости, запустит процесс разложения организма. Также она может тебя поджарить своим зелененьким проклятым пламенем. Ну, как бы полуразложившийся тухлячок, это тебе не свежее ходячее мяско, которое можно целиком сожрать. Так что в случае скорее действительно лучше сделать из поверженного противника шашлычок. Сперва может показаться, что дискария слабее Кримзии, но на самом же деле не стоит недооценивать ни одну способность этих демонов. Каждая может в соло ушатать даже опытного противника, а вы представьте, если их двое. Пожалуй, самая главная опасность в том, что они действуют сообща, и даже если удастся ускользнуть от одной, то тебя уже где-то рядом будет ждать вторая. Но все же, несмотря на их совместную работу, между Кримзией и Дискарией весьма напряженные отношения. Грубо говоря, они вечно конкурируют по силе, и каждая пытается больше выслужиться перед Тенебрией, из-за чего бывают личностные терки. Кстати, насчет Тенебрии. Если эти две на вид как близнецы, которые даже одинаково одеты, то Тенебрия сразу выделяется как предводитель. В отличие от Кримзии и Дискарии, у нее есть свой индивидуальный образ. Она носит черное платье с вырезом на плечах и прямоугольным вертикальным вырезом на груди. Поверх одет пояс-ремень с двумя сумками-карманами, а левую ногу прикрывает свисающий кусок ткани. Кстати, тут автор неосознанно попал в важную деталь образа оригинального канона с прикрытием именно левой стороны тела. Носит колготки в сетку и черные туфли на подошве-каблуке. Руки перебинтованы. Обладает черными длинными волосами,
которые представляют собой плотную вязкую биосубстанцию, словно нефть или густые чернила. Она, кстати, может управлять своей шевелюрой. Вот говорят иногда, мол, правая и левая рука человека. Так вот, Дискория и Кримзия не просто ее руки и верные подручники, они буквально ее глаза, ведь у самой Тенебрии нет собственных глаз. Она буквально видит горящими глазами Кримзии и Дискории, что позволяет ей шпионить за объектами своих целей. Но не думайте, что без своих подручных она беспомощная. Все-таки не будем забывать, что она прислужница самой Тумольты, духа смуты, сомнения и мрака. Пусть она и не видит тебя, но она прекрасно слышит и чувствует жертву вблизи. Все пространство она погружает в темень, и пока противник дезориентирован в темноте, она, как в своей родной стихии, быстро настигает цель. Однако стоит помнить и то, что она в ход может пустить и более мощные способности. У нее есть неограниченная телепортация в доступные места. Она может поджечь жертву черным пламенем, и его фишка в том, что при попадании огонь не потухнет, пока жертва не умрет. Уже имба! Но, если вам не по душе гореть заживо, то у нее припасена финалочка. Демоническая коса. Не имеет самонаводку, однако один удар ею и ваншот. Хоть Тенебрия и слабее самой Тумольты, но в каких-то местах она даже преуспела ее. Если фатальная слабость Тумольты – это звездная пыль, которая мгновенно прожигает ее насквозь, то Тенебрия вообще пофиг на нее. Ведь не забывайте то, что это павшая Дарийка, и ее тело состоит из густой, преобразовавшейся материи. Звездная пыль просто утонет и погаснет в ней. Таким образом, мы имеем невероятно опасное трио. Да блин, если каждый поодиночке, считай, прикончил тебя, то понимаете, насколько они сильны втроем. Это история про три души, которые не знали свое место. Существовали три измерения, и в трех измерениях были три души. Одну из них поглотила тьма, и она стала служить в царстве теней. Имя ей Тенебрия. Вторая потеряла ценное сокровище и сама чуть не стала следующей. Но как-то она выжила, приобрела другую плоть и кровь и стала жить в Багрянце. Третья из-за неосторожности чуть ли не стала едой подземелья. Сила подземелья имеет довольно большую загадку. Неизвестно, что заставило ее дышать. Но она теперь не та, которая была прежде, и стала жить в порче. Все три потерянные души не знали свое место и пытались найти себя хоть где-то. Когда-то альтернативная Дария завершила свой путь весьма аморальным способом, оборвав свою дорогу жизни, а заодно и вдохновение. Так она стала Тенебрией, прислуживала долго Тумольте, которая, кстати, и подстроила по сюжету все так, чтобы Тенебрия сама лишила себя жизни. Однако она освобождается от оков царства теней и незамедлительно начала искать что-то. Вот только что. Она наткнулась на две души, которые при встрече что-то не поделили. Когда обе души были на исходе сил, она вышла к ним со сделкой, что все мы скитаемся, не зная своего места, и предложила объединиться. Две души согласились, и тогда Тенебрия с помощью своей темной материи наделила их образами, подобными собственному, и попросила представиться теперь. Они назвали свои имена – Кримзия и Дискория.
Однозначно, это демоническое трио является одними из самых бомбических версий, чего только стоит одна Тенебрия. Конечно же, я тоже внесла довольно крупный вклад в развитие данных версий, ведь кто знает, что было бы, если я не обратила тогда внимания на те 3 кадра из клипа Маркуса. И мне эти альтернативки почему-то близки особенно сильно. Ведь правда, они вроде кардинально меняют мой канон, но при этом тесно переплетены с деталями и особенностями оригинального сюжета. И этим они-то и цепляют лично меня. Ну и, конечно же, не будем забывать о красивых и гармоничных дизайнах, а также про их невероятную силу и мощь. Они имбовые, но это вообще не отталкивает, а наоборот, заставляет восхищаться. Потому что, как я уже сказала, Кримзия, Дискария и Тенебрия пропитаны грамотным балансом и эстетикой. Думаю, вы уже и до меня успели понять, почему же это трио действительно легендарное. Блинский, сову мне в сад, я так задолбалась. Слушай, блин, Маркус, я реально так устала просто это уже писать. Весь день реально же без перерывов пишу. Ай, наверное, мне все-таки надо немножечко перевести дыхание. Вон, пожалуй, разберу список своих покупок за сегодня. Не знаю, может вечером, конечно, опять сяду за это делать, но, честно, сил уже нет, хочется на что-то переключиться. Это просто кошмар. У меня башка просто опухла. Я сегодня как сопля какая-то раскисшая. Пипец просто. Ой, когда я это доделаю, и когда выйдет видео, это будет настоящий подвиг. По усилиям, вложенные в это видео, оно тянет на легендарочку. Беда только в том, что обзоры в легендарные видео, увы, не заносятся. Случилось! Я дошла до конца! И да, кстати говоря, спасибо, что все-таки досмотрели. Хороший совенок. Это видео мне далось в 3 раза сложнее. Один только сценарий я писала 2 дня. Я сейчас чувствую, будто заново пробежала свой самый первый марафон. Еще до рождения. Но меня радует то, что ты сейчас хотя бы смотришь на меня здесь. Ну, а с вами была Дарика Эфирка. Вы были на канале Эфир. И до связи!